Всех приветствую, с вами Борис Лобода. В этом видео мы рассмотрим откидной кухонный столик. Видео по его изготовлению я не снимал. Его изготовление затянулось, особенно процесс проектирования сам. Батарея, конечно, создавала определенные проблемы. То есть как это все вписать, как расположить, какие будут подкосы. Рассматривались, конечно же, различные варианты исполнения. Один из вариантов — это применение телескопической штанги, как делают в вагонах, например, на столике. Но тут из-за батареи, конечно, вписывать было это очень сложно. То есть нужна какая-то опорная пятка на полу с осью вращения, то есть сама телескопическая штанга, конечно. Так сказать, устройство лучше, которое взять готовое, но в продаже я ничего подобного не нашел. Ну и опять же, из-за габаритов будет труба тут торчать. В принципе, и сама столешница либо под углом будет висеть в поднятом положении, либо какой-то длинный кронштейн получается нужно. Ну, то есть, как бы оно тут вписывалось бы не очень хорошо. И в данном случае рассматривались варианты с нижним откидыванием, то есть когда столик как бы ломающийся такой закрывает батарею спереди. Ну, то есть тут нужно было бы ставить какую-то такую неширокую типа полки, на которой на петлях уже висит столешница и откидывается вниз. Но опять же это усложняет сами подкосы, то есть они должны быть либо ломающиеся, либо вставные. И это в любом случае это получается, так сказать, некие лишние манипуляции при приведении столика в рабочее положение. То есть мы должны руками там специально что-то делать, какие-то защелки какие-то будут, либо вставлять подкосы в какие-то посадочные места. Опять же, если это нижние подкосы, в принципе, их можно сбить. То есть, как бы это тоже такой вариант не очень хороший, неудобный в эксплуатации. С верхними висящими подкосами тут тоже как бы не очень хорошо получается, потому что это будет серьезно ограничивать свободу. То есть будет мешать рукам. И в конце концов я остановился на вот таком вот решении. То есть механизм очень простой в использовании, не надо, так сказать, ничего фиксировать. Мы просто поднимаем столик вверх, и вверху есть держатель такой поворотный. Кинематика тут выполнена на скользящем подкосе. То есть здесь нижняя часть подкоса скользит вертикальной направляющей. Верхняя точка подвески — это просто ось вращения у него. В направляющей сделан крестообразный паз, и в нижней части подкоса у нас вклеен шкант, который удерживает подкос в пазу. Паз выполнялся в два приема. Сначала обычной прямой фрезой, а потом уже вот такой вот фрезой. В несколько проходов под нужную ширину. Шкант там установлен 12 мм. Ширина паза получается порядка 13 мм для свободного хода шканта. Паз резался по всей длине. Внизу потом вклеивалась крестообразная опорная пятка. И она тут дополнительно усилена шкантом, потому что тут нагрузка может быть и ударной. Ну и тут видно, что установлен также регулировочный болт для точного выставления горизонтального положения столика. Болт установлен просто в деревянной резьбе. Сама бабышка сделана из ясеня, это дерево достаточно такое. Резьба в нем получается достаточно плотной.
Хорошо удерживает болты, вплоть до такого скрипа даже, я бы сказал. То есть получается такая как бы самофиксация. То есть нам это не нужны никакие-то гайки дополнительные, контрящие и тому подобное. Болт держится в данном случае достаточно туго. Вертикальные направляющие у нас соединены через шип с продольной планкой. То есть это образует такую П-образную конструкцию, которая у нас крепится на стене. И на этой же планке расположены петли, которые удерживают столешницу. Для стены тут 4 точки крепления получается. То есть 2 с одной стороны и 2 с другой. Верхняя бабышка удерживает у нас верхнюю точку крепления подкоса. Подкос в ней вращается на шканте 12 мм. Паз для подкоса делался прямой фрезой. Если у вас нет такой фрезы, то вертикальную направляющую можно сделать и клееной. Склеить из 4 планок и получить внутри крестообразный паз. Но в таком случае очень желательно края все-таки прошить шкантами. Боковые стенки можно сделать чуть пошире. В данном случае тут порядка 10 мм. Сечение подкоса в данном случае у меня 14 на 32 мм. Верхний держатель тут просто такой поворотный брусок на основании. Обрезался фрезерным циркулем. Столик в основном выполнен из дуба с отдельными элементами из ясеня. Ясеневый держатель вот этот, так получилось, такой был материал. Поперечная планка ясеневая. Нижняя бабышка вот эта ясеневая. Это выбор сознательный из-за резьбы. Шканты из ясеня вот тоже. И верхний, нижний, который не видно, который удерживает нам нижнюю часть подкоса. Размеры столешницы 73 на 42 сантиметра. В данном случае это просто вписывалось в определенное место, чтобы сильный проход не загораживать. В то же время, чтобы и сидеть можно было нормально. Дверь, чтобы нормально открывалась. Толщина столешницы 18 мм. Столешница склеена из нескольких дубовых планок. Стык я делал в шип-паз. Профилирование делалось на циркулярке. Интересная ситуация тут получилась с покрытием. Вначале я его покрывал льняным маслом. Была долгая сушка, порядка месяца, потому что льняное масло сохнет довольно долго. И тем более это такое изделие, скажем так, с интенсивным трением, изнашиванием, под воздействием всякого рода жидкостей, вытирание тряпкой и так далее. И вот где-то через неделю, через 2 я заметил, что в принципе в тех местах, где интенсивно возят тряпками, так сказать, там дерево начало светлеть, как бы. Вытирается, что ли, или вымывается. То есть как бы начало оголяться как бы голое дерево. То есть по дереву явно было видно, что дерево как бы матовым становится таким. Масло оттуда как бы уходит. Льняное масло для домашних изделий я применял довольно часто. В принципе оно технологично в нанесении. Образует некую защитную пленку. Довольно хорошо выделяет текстуру древесины. Единственный недостаток, пожалуй, это долгое высыхание. Но в принципе в домашних условиях, если это не сильно нагруженное такое в плане стирания изделия, то через неделю где-то его можно уже применять. Но в случае со столешницей нас ждал конфуз. Даже после месячной сушки оно начало вытираться.
стало понятно, что нужно искать какое-то другое покрытие, более износостойкое. И я решил попробовать масло Festool HD. Ранее я уже слышал о нем, то есть от многих коллег очень восторженные отзывы были. И я решил его испытать на своей столешнице. Приобрести его можно на сайте woodenstudio.com у Дмитрия Довженко. Ссылку на сайт под видео я дам. Для подсыхания ему достаточно несколько часов для процесса полимеризации. В данном случае можно вечером покрыть, а уже на следующий день в принципе можно пользоваться. Хотя окончательная твердость достигается через несколько суток. Для интенсивно изнашиваемых поверхностей рекомендуется наносить до 3 слоев. Ну, я вот честно скажу, наносил всего 2 слоя в данном случае. И оно вот отлично держится уже более полугода. Покрывал я только рабочие поверхности, то есть верхнюю часть и боковые края, торцы вот эти вот. Время показало, что столик, несмотря на то, что серьезно эксплуатируется, покрытие держится очень хорошо. На кухне только вот высокая столешница такая, то есть есть за ней неудобно. И этот столик очень интенсивно используется по несколько раз в день. Тут и еда, и питье чаев и тому подобное происходит. То есть он был очень востребован здесь.